I feel like I'm losing my mind. Привет, армия! Готовы к последним новостям и удивительным фактам о BTS? Подпишитесь прямо сейчас, включите колокольчик и не пропустите ни одной самой горячей новости. Этот шаг изменит карьеру двух участников BTS и повлияет на их отношения с миллионами поклонников по всему миру. Почему HYB, агентство, известное своей осторожностью в публичных заявлениях, вдруг выпустило официальное объяснение, в котором напрямую упоминаются Тэйон и Чингук? Эти вопросы сейчас волнуют армию, вызывая волну домыслов, бурных обсуждений и всеобщей тревоги. Заявление, опубликованное по официальным каналам HYB рано утром по сеульскому времени, содержало фразы, которые некоторые фанаты сочли двусмысленными, но при этом глубоко значимыми. Оно не только прояснило ситуацию, но и обозначило новую политику, напрямую влияющую на деятельность, свободу и даже будущее двух айдолов. Хотя в заявлении не упоминались никакие внутренние проблемы, тон заявления был довольно резким, оставляя простор для различных интерпретаций и возбуждая бесконечное любопытство армии. Тэйон и Чингук – не просто две фигуры в мировой музыкальной группе. Они – участники BTS, иконы, публичные личности, за карьерой которых пристально следят, и любые события, связанные с ними, вызывают значительный эмоциональный отклик. Когда HYB решили объявить о политике, непосредственно касающейся их, публика, естественно, была шокирована. Многие сразу же связали это заявление с различными слухами, циркулировавшими в последние недели от разногласий внутри руководства до спекуляций об индивидуальных действиях каждого участника. Раньше эти слухи циркулировали только на южнокорейских фан-форумах и в развлекательных СМИ, но официальное заявление HYB усилило впечатление, что за ними действительно стояла серьезная основа. Некоторые отраслевые обозреватели даже назвали это стратегическим коммуникационным ходом, редко предпринимаемым компаниями уровня HYB, за исключением случаев крайней необходимости. Само заявление содержало несколько важных моментов, заслуживающих внимания. Во-первых, HYB подчеркнули, что все участники BTS, включая Тэйона и Чингука, находятся на запланированном профессиональном пути для поддержания своей долгосрочной карьеры. Однако в то же время они добавили, что определенные корректировки в сотрудничестве, расписании и публичности произойдут. Слово «корректировка» привлекло внимание, поскольку звучит нейтрально, но на практике может означать многое от изменений контрактов до ограничений деятельности и даже смены карьерных фокусов. Во-вторых, в заявлении упоминается переоценка творческих приоритетов артистов. Хотя это распространено в индустрии развлечений, время и контекст делают это еще более чувствительным. Более того, в последние месяцы деятельность Тэйона и Чингука, похоже, развивалась совершенно по-разному. Например, Чингук более активно участвовал в международных проектах, в то время как Тэйон, как было замечено, сосредоточился на музыке с более личным творческим подходом. Эта разница в траектории развития породила предположение о том, что новая политика HYB может быть ответом на меняющуюся динамику отношений между ними. Более того, заявление HYB содержало заключительное предложение, которое некоторые восприняли как предупреждение: «Мы продолжим принимать необходимые меры, чтобы обеспечить каждому из наших артистов возможность развиваться в здоровой и продуктивной среде». Это предложение, хотя и звучит позитивно, поднимает вопрос: означает ли это, что в прошлом существовала ситуация, которая была признана нездоровой или непродуктивной? На фоне этого возмущения южнокорейские и международные СМИ немедленно обратились за разъяснениями. Однако представитель HYB лишь подчеркнул, что заявление адекватно отражает позицию компании и что дальнейших комментариев пока не будет. Эта закрытость лишь подогрела публичные спекуляции. Для ERMY молчание соответствующих сторон после публикации этого заявления является парадоксом. С одной стороны, это воспринимается как признак прозрачности, но с другой, сопровождается ограничением информации, что на самом деле вызывает еще больше вопросов. Многие считают это преднамеренной коммуникационной стратегией, с помощью которой HYB хочет контролировать общественное мнение, проверяя реакцию аудитории, прежде чем предпринимать дальнейшие действия. Реакция фанатов в социальных сетях была колоссальной.
Хэштеги, связанные с Тэйоном, Чингуком и HYB, мгновенно стали мировыми трендами за считанные часы. Посты фанатов выражали широкий спектр эмоций, от шока и гнева до беспокойства и полной поддержки двух айдолов. Некоторые также пытались быть рациональными, напоминая нам о внутренней динамике индустрии развлечений, которая часто не раскрывается публике. Однако нельзя отрицать, что это коллективное любопытство фактически подогрело повышенное внимание СМИ и общественности к этой проблеме. Эта ситуация также привлекла внимание аналитиков музыкальной индустрии. Они считают, что действия HYB могут быть частью стратегии адаптации к изменениям рынка и ожиданиям общественности. В последние годы конкуренция в индустрии К-поп-музыки становится все более жесткой, и многие новые группы предлагают свежие концепции. В этом контексте поддержание актуальности таких ветеранов, как Тэйон и Чингук, требует стратегических решений, которые порой требуют существенных корректировок, даже если они рискуют спровоцировать краткосрочные споры. Тем не менее, это заявление знаменует собой важный момент, открывая новую главу в отношениях между HYB, BTS и ARMY. Является ли это началом ограничения индивидуальных ролей в определенных проектах? Или это форма долгосрочной защиты психического здоровья и профессионализма артистов? На эти вопросы, вероятно, ответят только со временем. Но пока одно можно сказать наверняка, это заявление оставило неизгладимый след в динамичных отношениях между айдолами, агентствами и фанатами. Начало ли это серьезных перемен в карьере двух крупнейших мировых икон поп? Почему это заявление прозвучало в самый, по мнению некоторых, переломный момент в истории BTS? И что самое главное, не происходит ли что-то за кулисами, что HYB считает необходимым напрямую вмешаться? Немногие развлекательные компании также искусно контролируют динамику пиара, как HYB. Благодаря мировой репутации и высокоорганизованной фан-базе, каждое слово руководства имеет далеко идущие последствия. На этот раз официальное заявление не только привлекло внимание южнокорейских СМИ, но и вызвало практически одновременную эмоциональную реакцию по всему миру. Заявление появилось в официальном посте HYB в социальных сетях и на новостном сайте компании. Ровно в 1 час 12 минут ночи по сеульскому времени был опубликован короткий, но содержательный цифровой документ. Его первое предложение сразу настраивает читателя на серьезный лад. Звездочка, мы считаем необходимым прояснить направление деятельности наших артистов, особенно Тэйона и Чингука, во избежание недопонимания. Звездочка. Слово «звездочка» прояснение «звездочка» здесь не единственное. В сфере менеджмента артистов оно обычно используется, когда слухи или проблемы начинают выходить из-под контроля. Примечательно, что HYB не опровергли слухи напрямую, а вместо этого решили отреагировать, представив более широкую политическую концепцию. Это породило предположение о том, что за заявлением стояло стратегическое решение, а не просто спонтанная реакция на сплетни. При ближайшем рассмотрении заявление HYB содержит 3 ключевых посыла, которые стали предметом дискуссий. Во-первых, подразумевается признание того, что деятельность Тэйона и Чингука претерпит стратегические корректировки в ближайшем будущем. Эта фраза, хотя и кажущаяся нейтральной, допускает широкое толкование. Означает ли это сокращение активности с BTS или смещение акцента на отдельные проекты с более жестким управлением? Во-вторых, они подчеркнули важность согласованности взглядов артистов и компании. Для отраслевых экспертов это важный момент. Согласованность взглядов часто является деликатным вопросом в отношениях артиста и агентства. Во многих случаях слишком большая разница в взглядах может привести к пересмотру контрактов и даже к возможному расторжению контракта в будущем. В-третьих, заявление завершается обещанием обеспечить здоровую и продуктивную рабочую среду для всех артистов. Это косвенно указывает на оценку текущих условий труда, вероятно, включающую такие факторы, как общественное давление, плотный график и психическое здоровье айдолов. Однако общественность задается вопросом, почему обо всем этом было объявлено публично и одновременно только для 2 имен – Тэйона и Чингука. Почему об этом не сообщили всем участникам BTS?
Именно здесь появились различные аналитические материалы, от предполагаемой внутренней динамики до новой стратегии брендинга, ориентированной на этих двух участников. Еще до публикации заявления Мирк Поп уже гудел слухами об индивидуальной деятельности двух артистов. Например, ходили слухи, что Тэйон готовит музыкальный проект с концепцией, сильно отличающейся от имиджа BTS. Ряд источников уже заявили, что проект предполагает сотрудничество с зарубежными джазовыми и R&B-музыкантами, что, вероятно, потребует длительного периода продвижения за пределами Кореи.